Его стрит-арт довольно неоднозначный и у разных людей вызывает совершенно противоположные реакции. С одной стороны, его граффити на стенах смешные и забавные. С другой стороны, многим это может показаться жестокой расчлененкой, так как герой в своих картин он в буквальном смысле разбирает по частям. На фоне прочих рисунков его работы сразу же приковывают к себе взгляды. Смешивая темы болезненной телесности с красочной, гиперсумасшедшей эстетикой, происходящей из комиксов и мультфильмов, Никос разработал свой уникальный стиль, который наполняет его работы эффектом электрошока. Никос вырос в Австрии в традиционной венской охотничьей семье, и поэтому смерть и вскрытие были обычным делом для него. Близость к животным внутренностям оказала на него глубокое психологическое и визуальное воздействие. Теперь он исследует тему рассечения в своем искусстве, подталкивая его к игривым крайностям. В мире Никос у Спанч Боба есть скелет, люди живут внутри кроликов, и под ними всегда есть что-то злое. Накачанный визуальным адреналином комиксов, хэви-металла и граффити, работы Никос отражают огромную энергию и техническую направленность, необходимую для выполнения работы в огромных масштабах, которых он достигает на улицах. В начале своего пути Никос занимался строительным ремонтом, делая росписи по декоративной штукатурке, а потом выучился и посвятил себя делу всей своей жизни. Увлеченный стилем уличного искусства, он демонстрирует зрителю своих разобранных героев. Животные, скелеты, мультяшные персонажи, тела которых показаны изнутри. Выглядит это все весьма оригинально. Среди уличных творцов Никос является настоящей звездой. Он часто участвует в масштабных фестивалях граффити, где среди его творений можно увидеть внутренности лошади, срез человеческой головы, утиный мозг и тому подобное. Нередко его работы бывают представлены и на выставках. Одна из самых известных проходила в галерее Poor Evil в Лондоне. Никос отмечает, что это шоу стало для него особо значимым. В детстве художник любил мультфильмы о черепашках-ниндзя. Эти образы неразрывно связаны с его творчеством и до сих пор. Они и стали главными персонажами его работ в этой галерее. Никоса обычно называют иллюстратором, но сам он говорит, что больше всего учился рисовать на стенах. Он занимался живописью с детства, но граффити освоил поздно. Примечательно, что космический стиль Никоса начал развиваться после автомобильной катастрофы, когда у художника случился приступ эпилепсии. Его работы противопоставляют зрителю злую настойчивость, используя шок мультяшного насилия в качестве средства для изучения более тонких тем смертности. Никос отдает дань уважения этим бессмертным героям мультфильмов, очищая их и давая им более человеческую природу. Его работы также отражают психологию художественной сцены, в котором творения иногда сметаются, как только создаются. Никос также использует тонкие образы, такие как пластик в животе касатки, плавно вплетая политические комментарии в его части. Как неоднократно заявлял сам австриец, его рисунки призваны вызвать реакцию, и ему совсем не важно какую. Используя вкусные цветовые пейзажи и дикие дымящиеся линии для создания своих персонажей с помощью кисти или распылителя, Никос работает с непревзойденной динамичностью. Картины и рисунки Никос выставлялись в галереях по всему миру, включая 6 персональных выставок в Турино, в Детройте, в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сингапуре и Париже. Эти произведения служат уникальным дополнением к его массовым общественным работам, которые придают характер городам по всему миру.
Никос – руководитель двух коллективов The Lords и The Weird Crew, и более 10 лет возглавляет движение и арт-студию Rabbit AM Movements, символом которого является белый кролик. Никос имеет целую команду, вместе с которой они создали собственный бренд. Движение «Глаз кролика» первоначально началось как концепция уличного искусства, созданная художником граффити и иллюстратором Никос в 2005 году. Это подпитывало и определяло художественное произведение Никос, распространенное на улицах в течение следующих 7 лет. И в 2012 году он приобрел дом для этого движения. Расположенное в самом сердце Вены художественное пространство Rabbit AM Movements теперь является постоянной галереей и агентством, посвященным тому же движению, которое его создало. Я создал движение «Глаз кролика» как дань уважения всем кроликам, которые активны в движении городского искусства, и не имеет значения, какую миссию они выполняют. RAM Art соединяет и продвигает сеть художников, как национальных, так и международных. Арт-пространство является многоцелевой платформой для этих художников, выступая в качестве иллюстрации, галереи и магазина. Хотя Никос живет в Вене, он успел засветиться в Бруклине, в Нью-Йорке, где, собственно, о нем и узнали, потому как на фоне прочих рисунков его работы сразу же приковывали к себе взгляды. В сентябре 2014 года в рамках фестиваля городского искусства Кнатпанкт Никос сделал впечатляющую по размерам и формам картину паука «Черная вдова» на фасаде четырехэтажного дома в Гамбурге. А 2 октября компания Montana выпускает версию Montana Black Artist Edition с участием Никоса, так как во многих его проектах именно компания Montana поддерживала его безумные проекты. В ноябре 14-го Никос делает очень сочную и красочную работу рассечения 2 гигантских фламинго в Майами для крупнейшего организатора всемирных выставок современного искусства Art Basel, которые ежегодно организуют выставки в Базеле, в Майами и в Гонконге. Первого апреля 2015 года Никос с большой радостью и гордостью объявляет о выходе его документального фильма, который в переводе на русский звучит что-то вроде «Глубокие глубины норы». Никос – иллюстратор и граффити-художник, который стал известен своей уличной концепцией рэм 10 лет назад. Икона движения – белый кролик, которая разводится с тех пор и появляется на улицах по всему миру в течение последнего десятилетия.
Это именно то, чем процветает Никос. Он путешествует по миру, чтобы распространить свое искусство и концепцию РЭМ. С 2013 по 2015 год Никос сопровождался кинорежиссером Кристианом Фишером, который записал эти поездки, чтобы создать полноценный документальный фильм об искусстве, образе жизни и субкультуре. Фильм захватывает опыт Никос и других членов команды Rabbit EE Movement в течение последних нескольких лет. Выходя за рамки австрийской граффити-сцены, они вылетели из Берлина в Сан-Франциско, в Копенгаген, на Гавайи и многие другие места, чтобы посетить художников, каждый из которых повествует свой уникальный взгляд на их уличную культуру. Они ведут Никоса по улицам своих родных городов и показывают им глубочайшие глубины своих нор. Путешествие для рисования, рисование для путешествия – это девиз, который работает как золотая нить на протяжении всего фильма. Слова, которые ловят дух Rabbit EE Movements. Самые глубокие глубины норы показывают изображения, которые выделяют контрасты между городским искусством и граффити с разных точек зрения и захватывают взаимную страсть к урбан-арт уникальным образом. А в августе этого же года в Сан-Франциско состоялась премьера фильма на большом экране. В Сан-Франциско Никос оставался еще пару месяцев и поэтому успел сделать 2 новые работы в своем неповторимом стиле. А 18 апреля 2015 года Никос делает свою самую большую на то время работу высотой в 24 метра с рассечением белого медведя. На эту работу у него ушло 4 дня. Она посвящалась их 10-летнему юбилею существования движения Rabbit EE Movements, который они отметили в своей штаб-квартире в Вене, проведя ряд вечеринок и небольших мероприятий, посвященных их движению. А в начале мая того же года галерея Open Space в Париже открывает двери Никосу для его соло-шоу «От стены», где Никос представил около 20 своих работ на холстах и бумаге, включая мотивы, которые уже известны из его работ на улицах городов. На этой выставке Никос подчеркивает дух городского искусства, поскольку он доказывает, что этот вид искусства работает как для внутреннего, так и для внешнего пространства. А через пару недель Никос разрисовывает бывший когда-то вокзал в Париже. Его работа называется Train Attack и является данью уважения граффити, поскольку художник переводит свою страсть на мощный визуальный язык. Скелет змеи, атакующий поезд и пульсирующее сердце, которое, вероятно, вырвалось бы из стены, если б его не сдерживали вены и артерии вокруг. В октябре 15-го Никос устраивает очередную соло-выставку «Прозрачный страх». Отталкиваясь от впечатляющего труда, в котором он исследовал всевозможные разновидности вскрытий и поперечных разрезов, Никос провел последние месяцы, работая над новым эффектом, чтобы выявить скелетные структуры в его картинах. Используя визуальность рентгеновских лучей, художник делает рентген своих существ, заменяя их кожу светящимися полупрозрачными оболочками.
Прозрачный страх знаменует собой начало новой творческой фазы для художника и состоит из серии полотен, вдохновленных интенсивным периодом работы на открытом воздухе. Вернувшись в студию, Никос адаптировал технику, которую он разработал, чтобы создать совершенно новый визуальный язык. Этот язык является мощным, мистическим и мрачным и бежит как золотая нить на протяжении всей выставки. В июне 16 года он распилил самого Зигмунда Фрейда, отца психоанализа, сделав работу на стене, бумаге и в 3D-инсталляции. Самая большая 3D-скульптура Никоса была выставлена в Нью-Йорке в рамках проекта «Венская терапия». А в июле он делает свою персональную выставку Icon, в которой он представил серии портретов знаменитостей и персонажей 80-х годов в своей типичной манере исполнения. Летом 2017 года команда рэм с радостью объявляет открытие их второго дома уже на территории США, с собственным сайтом и местной доставкой их продукции людям. Но несмотря на это, они заявляют, что их главной штаб-квартирой по-прежнему остается художественное пространство в Вене, Австрия. Еще в апреле 2016 года Rabbit Eye Movements с гордостью представили RAM Anatomy Sheets, серия анатомических листов с ограниченным тиражом. В первой серии рассказывается о слиянии трех сил: внутреннее побуждение, представленное кроликом, умение нарезки хищника, представленное раптором, и художественный ум, воплощенный человеком. Во второй серии Anatomy Sheets 2017 была показана точная анатомия 8 отобранных животных. А в 2018 году в третьей серии анатомических листов движения кроликов вы будете свидетелями захватывающей встречи с виртуозностью, любопытством и воображением. Глубокие анатомические знания Никоса были применены к вечным фантазиям о наших любимых персонажах мультфильма. Никос показывает, что лежит под их поверхностями и доходит до основания их анатомических структур. Первые два листа уже выпущены, следующие будут выпущены в ежемесячном обновлении, поэтому мы рекомендуем вам следить за его обновлениями на его официальном сайте в разделе «Новости». Ссылку на его сайт мы обязательно оставим в описании.
Творческую стилистику Никос сложно спутать с чьей-либо еще. Проведя детские и юношеские годы в охотничьей семье, анатомия животных приобрела для художника несколько иное значение, чем просто научные знания, полученные на практике. И несмотря на то, что его персонажи тщательно проработаны на предмет внутреннего мира, нельзя не согласиться с тем, что жестокости как таковой здесь нет. Жители каждого города, в котором располагаются все его работы, относятся к ним только как к невинной шутке, а коммунальные службы не спешат закрашивать красивые произведения только из-за своих предрассудков, как это делается в некоторых других странах. Во всяком случае, сделано это очень профессионально, красочно и красиво. Мультяшный вид всех его граффити дарит этим довольно жестким изображениям забавный и даже позитивный характер. Никос умеет удивить и пользуется большой популярностью. Если не пытаться усмотреть в этом что-то негативное, то граффити австрийского художника выглядит весело и больше похоже на своеобразные карикатуры. Пишите в комментариях, что думаете вы о творчестве этого безумного художника. Ну а на сегодня у нас все. Следите за нашей группой ВКонтакте и подписывайтесь на авторассылку новых роликов. И получайте каждый новый выпуск лично в руки. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующих выпусках. Всем удачи и пока.